Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас на канале Винтаж Оксана Гудвин. Продолжаю искать клад на различных свалках. Все, что удается найти, я вам, мои дорогие зрители, показываю. В этот раз нашла пакет такой крупноватый, тяжеловатый. Достался он мне за $5. Кто не знает, я живу в Америке, хожу по свалкам, собираю какие-то разные интересные мне штучки и в поисках клада провожу с удовольствием свое время и вам тоже показываю свои находки со свалок. В общем, увидела что-то тут интересное, выбора все меньше и меньше, как говорится, но тем не менее все-таки еще есть из чего выбрать. Также в этот раз я нашла вот такую интересную вещицу, сейчас я вам покажу. Она действительно вот такая крупная, она мне досталась всего за 50 центов. В форме яйца, я даже не знаю, это конфетница. Ну, конечно же, я, так как коллекционирую украшения, то все шкатулки, конфетницы, сахарницы, все я приспосабливаю для хранения своих коллекций украшений. Она мне показалась очень интересная, она старая. Это в форме яйца, ну, как я уже сказала, возможно, это конфетница. Ну, сахарница навряд ли. В технике майолика выполнена крышка этой шкатулки. Я называю ее шкатулка. Вижу, конечно, есть сколы, но это нормально для винтажных предметов. Конечно же, старинные вещи, они хрупкие, особенно это если что-то стеклянная, керамика и все такое. Так что не судите строго. Давайте еще полюбуемся на саму крышку. Очень красивая. Сдержанные розы. Здесь есть маркировка. Маркировка в тесте. 63, я думаю, что это 63-й год. Голландия, что-то такое. И роспись автора, и год. Ну, 63-й год – это предмет, который даже старше меня, которому более 50 лет. Ну, почти, 60 лет, да? Уникальная вещица. Как вам такое? Конечно же, я не могла мимо этой красоты пройти. Представляете, вот насколько сейчас это выглядит классно, здорово. А в 60-е годы как это было? 60 лет этой вещи. Старше. Ну, моя ровесница, честно говоря. Такая вот интересная. Сама керамика, она такого молочного цвета, не кипельно-белая. Но очень нежно выглядит. В общем, не могу налюбоваться. И то, что вещь старинная, тоже очень радует. Ну и давайте приступим к разбору мешочка. Сразу вижу, что здесь много ерунды. Ну, как правило, докладывают до веса, чтобы куда-то сплавить те предметы, которые ценности не представляют. И, соответственно, тоже наполняют различными ненужностями. Но среди вот этого ненужного попадаются довольно часто и интересные какие-то предметы. Ну, собственно говоря, все предметы из своей коллекции, все маркированные украшения у меня тоже найдены именно в таких пакетиках. Так, давайте буду пересыпать аккуратно, чтобы ничего не растерялось. Плотно набит довольно. Такой плотненький пакетик. Вижу тут что-то, кристаллики какие-то. В общем, ни в коем случае нельзя этого ничего терять, потому что может все это пригодиться. Сразу убираю то, что до веса доложено. Так, а остальные все предметики по мешочкам. Все культурно. Ну, подобного плана бус много. Я на этом не буду останавливаться. Вижу пакетик с бусинами. Такой рис перламутровый для поделок.
Ну, честно говоря, я не особо составляю какие-то украшения, делаю украшения. Ну, если только нужно будет для какой-то реставрации, подобные вещицы тоже иногда бывают очень даже нужны. Так, следующий пакет. Так, вижу бусы. Опять-таки доложено до веса. Пластик. Такой красивый цвет. Тоже часто встречается. Вот эта вот форма была популярна в 60-е годы. У меня такие есть бусы разного цвета. По-моему, даже и вот такого лавандового цвета тоже есть. Есть и прозрачные, есть и черные, синие. Ну, такое вот. Так, а это вот более что-то интересное. Очень похож на янтарь. Но янтарь проверяют путем, опускают в соленую воду. И если он всплывает, то это не янтарь. Если он тонет, то это не янтарь. Кажется так. Если могу ошибаться, поправьте меня, если ошибаюсь. Такая вот классная вещица. Так, ну прям здесь вкрапление. Так, где моя лупа? Прям вкрапление. Как будто прям янтарь. Но буду проверять. Не знаю. Как еще можно определить янтарь? Горячей иглой, да? Прокалывают. Но здесь нет маркировки. Так, маркировки нет. Ну, буду проверять, что это. Здесь вот еще какая-то бусина зеленая. Так, здесь нет застежки, но это точно стекло. Как-то более холодное, что ли. Как бы более такой звонкий звук. Но это точно не янтарь. Янтарь все-таки это смола, и звук немного такой приглушенный у янтаря. И как бы он не такой холодный, что ли, он как бы более мягкий. Но вот по ощущениям вот этот вот похож на янтарь. Видите, звук немножко такой глухой, а здесь вот такой звонкий. Ну ладно, идем дальше. Так, здесь вот в отдельной что-то. Вижу брошечки. Ой, мне кажется, что-то у меня похожее есть точно. Такие две красотки. Броширование интересное. И она такая объемная. Так, и это Avon. Ну вот очень похоже эта брошь на Сара Кавентри. По стилю, по металлу, по технике исполнения. И не забываем о том, что компания Avon, которая существует более 100 лет, не занималась производством украшений, а заказывала все вот эти вот изделия в качестве подарков для своих постоянных покупателей, тех, кто покупал у них парфюмы, косметику. У известных брендов, у известных компаний делала заказы именно вот бижутерии. И велика вероятность, что эти броши, те украшения, которые маркируются как Avon, и при этом они винтажные, вполне могут быть и какого-то известного дизайнера, что вот говорит именно о качестве. Вот, честно говоря, даже если не глядя на маркировку, я бы могла сказать, что это вот или Сара Кавентри. Что-то такое. Так, следующая брошечка тоже очень похожа. Вот по оттенку металла, по тяжести. То есть вот бывает так, что брошь мелкая, но она очень тяжелая. Бывают броши крупные, но они легкие. Вот эти две броши, они как бы одинаковые по размеру и по весу тоже очень похожи. Здесь Кавентри с копирайтом. Вот то, о чем я говорила. Ну-ка, обратная сторона. Нет, броширование немного отличается, хотя очень похоже именно вот такое черточками броширование. У этих брошей тоже похоже. Ну, Сара Кавентри и Avon. Интересная форма. Так, и идем дальше. Здесь вот мешочек.
засыпаем. Так, вижу кольца, сразу убираю кольца. Редко попадаются, кстати, кольца. Меня кто-то спрашивал, почему не попадаются кольца. Я не знаю. В общем-то, может быть, какие-то отдельные прям полностью лоты созданные, ну, собранные из колец бывают. Но я такого не видела. А попадают редко. Вот это вот кольцо тоже, похоже, часто встречается. Так, и оно мне по размеру мало. Девчонки, оно мне не лезет, я боюсь надеть. Маловатый размер. Так, а следующее колечко. Так, ну посмотрю здесь. Маркировки нет. Кстати, у нас вот гараж сейл будет в субботу. Я, наверное, выставлю то, что мне не понравилось. А здесь вот что-то есть. Маркировка какая-то есть. А, нет, здесь написано цифра 7. Думаю, что это размер. Видите? Так, следующее колечко с кабошоном перламутровым. Так, это пластик. Так, взят культурно в лапки. Здесь есть следы износа. И маркировки здесь нет. А по размеру оно мне большое. В общем, одно маленькое, одно большое. Ну, вот на этот палец тоже большое. Честно говоря, не очень люблю крупные кольца. На этом пальце тоже как-то не очень. В общем, маленькое и большое. Ни туда, ни сюда. Что-то среднее должно быть. Так, и здесь вот собраны... Ой, что это? Цепочки. Тут уже что-то интересненькое. И здесь тоже Сара Кавентри. Какая чудесная вещь. Очень оригинальный, необычный дизайн. Что бы это значило, да? Угадайте, что это значит. Вот Сара Кавентри. Мне кажется, вот эта цепочка будет на шее очень хорошо смотреться. То есть вот рассчитано так, что прям по кругу будет хорошо ложиться на декольте. И опять-таки вот такое броширование. Ну что вот эти два шарика, значит, я не знаю. Ну, так сказать, что здесь чего-то не хватает. Нет, я думаю, что так оно и было задумано. Может быть, здесь что-то было закреплено на них. Хотя нет, вообще ничего не видно. Возможно, так и должно быть. Может быть, это такая задумка. Напишите, пожалуйста, как вы и считаете. Ну, так вот при близком рассмотрении я не вижу, что здесь чего-то не хватает. Ну, вот два шарика. И Сара Кавентри. Характерная для Сары Кавентри цепочка. Интересная вещица. Так, следующее. Так, ну я вижу, что здесь цепочки собраны, или вот такие вот мелкие украшения. Так, тоже часто встречается подобная тема, то есть змейка-цепочка, причем в хорошем состоянии. И регулироваться она может вот так. Так, ну-ка, одна часть регулируется. Нет, только одна часть. В общем, один конец не двигается, а другой конец двигается на подвесах. И что это тут? Так, здесь тоже есть маркировка. Нашла золото, называется. Сейчас, минуточку. Рассмотрю. Очень такой необычная форма, видите, крепления. И есть маркировка. Аристал ТМ, что-то такое. Арт став, что-то такое. И цифры. Уж не золото ли это? Такая тоже интересная вещица, нежная, красивая. Здесь в форме даже не бабочки, а такое крепление. Интересная вещица. Так, и следующее. Это нечто вот такое. Ну, я думаю, что это самое старшее украшение. Здесь, видите, винтовая застежка.
довольно-таки уже такая потертая и характерная цепочка. Я думаю, что это 60-е, может быть, даже что-то раньше. Есть следы износа. Вот такая характерная планочка плетеная тоже была популярна в 60-х годах. Здесь нет маркировки. И цепочка такая интересная на самом бочонке нет тоже маркировки. Но она такая прям. Думаю, что ее носили, ее любили, эту вещицу. Но на шее, думаю, хорошо выглядит. Попробую почистить. Ну, вижу, что позолота сошла. Не знаю, как она себя в процессе чистки поведет, но постараюсь аккуратненько почистить. И думаю, что она вполне себе носибельная. Вот такие сегодня вещицы мне попались. Мешочки, конечно, очень я довольна, что коллекция Сара Кавентри у меня пополняется. Эти цепочки тоже. Конечно, буду избавляться от этих колец. Проверю, что это. Возможно, это и янтарь. Хотя здесь янтарь очень редко встречается. Практически никогда не встречала я еще янтаря. Здесь, ну, в общем-то, есть, как говорится, надежда, что коллекция янтарная тоже у меня начнет таки пополняться. Ну и, конечно, классные вот эти вот две броши. Даже несмотря на то, что эта брошь оказалась от Avon, тем не менее, она очень такая приятная. Мои дорогие, напишите свое впечатление. Все читаю комментарии. Я вас всех люблю, целую, обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.